5 дней в пути, 2200 примерно километров по дорогам Европы, а потом еще черт знает сколько вплавь. И вот мы в Исландии. Конечно, я себе этот момент как-то по-другому представлял. Я думал, что будет хорошая погода, солнышко, я увижу зеленые берега Исландии и крикну «Земля!». Но... Hi. Nice car. Thank you. I think it's the first cabrio that arrived in Iceland. I think so. Я не любитель пафосных речей, но, по-моему, это первый в истории смарт-кабрио, который заехал на территорию Исландии. Места здесь хватит тупо всем. Выскочил камень и прилетел ко мне в стекло. Thank you so much. You're crazy. Просто инструкция по-дебильному написана. Почему у меня в бокале с вискарем лед белый, а здесь он голубой? Ну, как обычно, все не так, как я себе представлял. Я думал, Исландия будет триумфально с фанфарами встречать странника на смарте, который приехал хрен знает откуда. Но нет, ребята посмотрели на меня и сказали: проезжай-ка, дружок, на второй гейт. Там с тобой хотят поговорить и посмотреть на твою тачку. Больше всего, конечно, я переживаю не за то, что меня впустят или не впустят в страну. Конечно же, впустят. А за консервы, которые у меня в багажнике, а насколько я знаю, возить можно только 3 килограмма еды, а у меня там все 6, наверное, если не больше. Ну, в общем, я на таможне, меня задержали, проверили документы, сейчас будет что-то. Офигеть! Я был уверен сейчас, что все из машины придется достать, но нет. Меня отпустили, просто проверили документы, отпустили, ну что? Значит, самое главное правило в первый день в Исландии. Возьми себя в руки, тряпка, спрячь телефон, не фотографируй каждые 15 метров, красота еще будет. Будут еще водопады, луга будут, еще и горы будут тебе, успокойся. Красоты много, просто возьми себя в руки. Сказал я и полез по ходу за телефоном, потому что опять красиво. Уже в самые первые часы Исландия влюбляет в себя своими лугами, водопадами и бескрайними просторами, по которым хочется ехать и ехать. Кажется, что Всевышний, он специально как-то изменил законы физики и специально опустил над Исландией небо пониже. Эти облака не висят у тебя над головой просто, над темечком, ты в них заезжаешь, выезжаешь из них. Они повсюду. Просто ощущение, что до него можно дотронуться рукой. Уже в первые часы ты знакомишься с коренными жителями страны, барашками и свободно пасущимися табунами исландских лошадей. Это особая порода, которая водится только в Исландии.
Но справедливости ради, ландшафты и животные — это не все, на что ты обращаешь внимание в первые часы в Исландии. Есть еще одна штука. Мы вот начали очень часто жаловаться, что вот как-то жить дорого стало, там бензин дорогой, рестораны дорогие. Но, друзья, вы просто не были в Исландии. Я вообще не знаток в языках, но мне кажется, что слово «дорого» в принципе придумали исландцы. Потому что, собственно, что я буду рассказывать? Я лучше вам покажу. Значит, я приехал в супермаркет, и это не простой супермаркет, это супермаркет скидок. То есть все, что вы сейчас увидите, это цена как бы самая низкая по рынку. Я честно вам скажу, я только что посмотрел на эти цены, более того, кое-что купил, и после того, как я открыл чек, у меня глаза были как, ну, как бусинки на ожерелье у Надежды Кадышевой, то есть очень большими. Короче, ребята, let's go! Каждая, абсолютно каждая заправка в Исландии — это боль. Слушайте, я знаю, что в начало видео такие моменты вставлять нежелательно, но так как это блог, и я делюсь здесь всем, что у меня происходит, а эта история повлияла на дальнейший ход съемок, я не могу ее не рассказать. В общем, я был бы не я, если бы в первый день у меня не произошло ЧП, а именно... У меня ушла вторая камера. Все, что произошло, очень важно для понимания страны и ее жителей. Поэтому послушайте, пожалуйста. Все как обычно, я... Поставил камеру на таймлапс, взлетел дроном и решил, что надо записать проходку, снимал себя на машине, проехал, отъехал какое-то время, забыл. Через 5-10 минут я вспомнил о том, что у меня стоит там камера на таймлапсе, я охренел. Я летел назад 150 на смарте, и прошло 15, ну может быть, ну до 20 минут прошло. Камера стояла в поле, и я приехал, ее там нет. Я не знаю сейчас, как этот будет выпуск вообще сниматься, у меня осталась одна камера, с учетом того, что я уже 2 потерял. Когда я приехал, обнаружил, что ее там нет. Ну, я специально себя не снимал, потому что мне хотелось разрыдаться, честно. Я в растерянности, я даже не знаю, куда ехать, я не знаю, вообще ничего не знаю. Я не знаю, как дальше снимать. Я нашел запись того самого момента, когда я взлетел коптером, уехал, а камера осталась. Вот, смотрите. Вот она осталась. На штативе, видите, большая. Машина уехала. Ну и, соответственно, я поехал... Вернее, машина уехала вместе со мной, и коптер полетел вместе со мной. А камера осталась. Для вас это, возможно, просто камера, для кого-то это несколько дней, а может быть и месяцев жизни. Короче, я решил ехать в полицию. Я не могу найти номер этой полиции. Чтобы вы понимали, я вот сейчас спрашиваю у местных, я говорю, а где здесь полицейское отделение? Они говорят, я не знаю, ну вот где-то там должно быть. Где-то там. Понимаете, да? Насколько часто люди здесь пользуются полицией. В любой нашей деревне спроси, где милиция, любая бабка тебе скажет, вон здание. В Исландии, где-то там. Все ясно. Полицейское отделение я в итоге нашел, но оно было закрыто. Полиция здесь работает с 9 до 3 с перерывом на обед. Я готов сейчас делать вот все, что угодно, чтобы найти эту камеру. Вот я заехал уже в несколько кемпингов, спросил у каких-то людей. Ну, то есть это просто, это называется тыкать иголкой в сток сена. Я думаю, что нужно спросить еще у ребят из местного хостела. В общем, я забронировал себе... Я просто разбит совершенно, я не готов сейчас идти в кемпинг. Поэтому я взял себе хостел. Хостел стоил $73. Это самый fucking дорогой хостел вообще в жизни, в мире, наверное. Нету нигде дорогих хостелов, таких дорогих хостелов. $73 сраных доллара. Господи, за такие деньги ты берешь себе нормальную гостиницу. За $73. Здесь ты берешь койку в общей комнате 8-местной. Но мне насрать, на самом деле, сейчас. Я просто хочу... Мне нужно просто передохнуть, заснуть в нормальной чистой кровати, завтра с свежими силами думать, что делать дальше. А дальше? Дальше произошло невероятное. My camera might be found? You have to call my boss. Hello? Hi. Okay.
Yes, it was on a tripod and it was a Rode microphone on it. Thank you, bye. Эллен, you're my angel. Ребята, 99% что они нашли. И знаете, что самое смешное? Твою мать, это полиция забрала, скорее всего. Фух, я не верю. And this is it! Guys, thank you so much. You don't even understand how it's very important for me. Yeah. Thank you so much. Yeah, no problem. So they took it and returned it to us and said, "Oh, someone lost it." Really? So Yeah. someone pick up it. It's not you. It was not you. No, someone brought it to us. Someone lost this camera. Please return it to the owner. It's amazing. То есть это не, я думал, что это полиция, оказывается, что нет, это люди забрали эту камеру и передали ее полиции. То есть у меня сейчас в руках $1800 и бесценная информация. Понимаете? Вот она, моя малышка, вот она. Это я уже снимаю на новую камеру, но понимаете, какая она крутая, и как было бы жалко, если бы я ее протерял. Спасибо большое исландской полиции, они нереально крутые, но еще круче исландские жители, которые просто нашли эту камеру. Не оставили ее, конечно, хотя я мог бы через 5-10 минут ее подобрать, но забрали в полицию, проявили сознательность, и, черт возьми, у меня теперь появилась еще одна причина любить эту страну. Ребята, запомните это место. Тут прекрасные люди работают. Вот я точно на всю жизнь его запомнил. Хелен, девочка, которая позвонила своему боссу. Спасибо тебе большое. Господи, Исландия. Я тебя видел всего день, а у меня уже столько всего произошло, как будто маленькая жизнь. Ты меня удивляешь. С хорошей стороны пока. Там, похоже, должно быть что-то вообще нереальное. Первое, что ты чувствуешь на подходе, это, конечно же, запах серы. О, ребята, как хорошо, что камера не передает. Знаете, как выглядит тусовка вейперов? Сейчас покажу. И вот эта вот желтая, видно, вот, желтая фигня, это сера. О, батюшки. Вот самое смешное, непонятное для меня. Значит, люди со всего мира приезжают сюда, чтобы вот сфотографировать все вот это вот боголепие. Ребят, вот приезжайте к нам в Марганец, в Желтые воды, в Карабаш, в Никополь. Вот везде, где есть там металлургические комбинаты и все такое. Все то же самое. На подъезде штын, запах нереальный. Значит, что-то булькает, куча народу, разные оттенки зеленого, коричневого, красного, в общем, все цвета радуги. Если все одинаково, зачем платить больше? Друзья, тема вулканов и геотермальной энергии в Исландии настолько интересна, что я решил сделать об этом отдельное видео, ссылка на которое будет в описании. В Исландии можно путешествовать, полноценно путешествовать только на машинах 4х4, больших джипах с большими колесами. А нам, людям на маленьких машинах с маленькими колесиками, приходится довольствоваться основными дорогами. В Исландии принято ездить на машинах с большими колесами. Вот таких, таких, ну или хотя бы таких. То есть машина слева подходит под описание, а машина внизу справа не очень. Однако не все путешествуют на машинах. Здесь много и велосипедистов, и автостопщиков. You're traveling all around Iceland With the bike. You're crazy. Listen, you have the tent? It's a tent? This one is a tent. It's a tent? I travel very heavy load. Too much. This is my first time. Послушайте, вот говорят, что типа, чувак, ты поехал на смарте, ты придурок, типа, в Исландии. Вот, люди на велосипедах по Исландии рассекают. Вот это вот реальный челлендж. А я на машине и все. Основная дорога, которая идет через весь остров, огибает его, она нормальная, асфальтированная.
Но попадаются участки, где вот только засыпали, там куча гравия. Этот гравий, конечно же, вылетает из-под колес впереди едущих машин. И вот что получается. Блин. Выскочил камень и прилетел ко мне в стекло. Да, камни в лобовое, это было очень больно. Ладно, признаюсь, я действительно маньячу в последнее время с автомобильными путешествиями. Мне это просто очень нравится, хотя я понимаю, что такой способ путешествий подходит далеко не всем. Но нравится, не нравится, моя национальная принадлежность заставляет меня брать в руки калькулятор и все считать. Так, билеты на паром из Дании в Исландию плюс провоз машины стоят 1000 евро. Плюс 200 евро я потратил на гостиницы и где-то 150 на бензин. Это мало, но я же на смарте. Итого 1350 евро. Стоп, я посчитал гостиницы и бензин только в одну сторону. То есть еще 350 евро. Итого 1700 евро. Блин, я сам не ожидал, что это как-то дорого получается. Так, ну а теперь, наверное, нужно сравнить с традиционным способом путешествия, а именно с самолетом. Открываем приложение Aviasales. Летим, ну, например, из Минска. Выбираем даты, ну, например, октябрь, то есть через месяц. Один пассажир. Итак, что мы имеем? Самый дешевый билет на Aviasales стоит $545, что почти в 4 раза дешевле, чем та сумма, которую заплатил я. Кстати, ребята добавили еще одну очень удобную функцию быстрого бронирования билетов. Это когда ты вводишь паспортные данные только один раз, а при следующем бронировании они подставляются в один клик. Чтобы попробовать быстрое бронирование, ищите билетики с молнией, а ссылка на приложение будет в описании этого видео. Холодина. Утепляемся. Так получше. Все-таки у Исландии с ее ломовыми ценами на все есть одно неоспоримое преимущество. Красоты здесь совершенно бесплатно. Да, ребят, с дроном все это выглядит красиво, эпично и практически без людей. Но реальность другая. Если ты приезжаешь днем, будь готов, чувак. Фотографии тебе никогда красивым не сделать, потому что... Если приезжаете в высокий сезон, будьте готовы к тому, что к локациям лучше ездить рано утром. Посмотрите, на парковке все заставлено. Ну, а теперь самое интересное. Цены на жилье. Ребята, я не буду здесь ничего комментировать, просто знайте, что почти все из того, что вы видите, это не гостиницы, а гестхаусы. Так что выход только один, чуваки. Жить в кемпинге. Но, если ты на тачке, у тебя есть несколько существенных преимуществ. Ты тупо можешь взять все с собой. Smart — это и близко не грузовая машина, то есть объем багажника он минимален. Поэтому мне пришлось проявить чудеса компоновки, чтобы все это запихнуть, но тем не менее кое-что я все-таки запихнул. Итак, из дома я взял с собой большую двухместную палатку, спальный мешок, 2 баллона газа, котелок для еды, горелку, автонасос, инвертор, каремат и термостель. Реальная ситуация. Я обычный городской пацан. Я раз в жизни ставил палатку, и то это было на Решке. Значит, вот сейчас вот я представляю всех вас, всех тех, кто никогда в жизни не ходил в походы. Просто давайте проверим, за сколько я смогу собрать палатку. И смогу ли я вообще собрать. Короче, есть идея засечь время, насколько быстро я буду собирать палатку в самом начале и насколько быстро я буду собирать ее в самом конце, потому что палатку мне явно собирать придется не один раз. Ну что, сейчас будет ускорка, будет смешно. А я погнал. Нет, нет. Погнал. Погнал.
Блин, ну надо было рисовать какую-то инструкцию, же. Да, на картинке она явно красивее. Люверсы, блядь, для кого вы инструкцию писали? Какие люверсы? Я не знаю, что такое люверсы. Почему она такая низкая получается, а? Должна быть повыше. Высокая палатка, ёпта. Там у людей такие красивые палатки, а у меня говно какое-то. Слушайте, мне только на одну ночь, просто, ну реально, какая разница? Ну ночь перекантуюсь, а там дальше как-то инструкцию почитаю. Блин, просто инструкция по-дебильному написана. Блин, я так долго собирал палатку, что у меня карточка закончилась. В общем, сбор палатки у меня занял 20 минут, 15 секунд. Я думаю, что, в принципе, если смотреть всякие обзоры в интернете, читать инструкцию, которая не по-дебильному написана, как вот эта, а нормальную, то можно справиться минут за 10, на 15. Но как-то для начала вот так. Главное, чтобы дождя не было, иначе он меня зальет. Конечно, как хороший хозяин, я должен вас пригласить в хату, но рано еще. Сейчас дособираемся и приглашу. Но и это еще не все. Обживаемся помаленьку. Так, ну а сейчас давайте все-таки посмотрим, что человек, платящий $15 за кемпинг, получает, кроме, собственно говоря, лужайки, на которую можно поставить палатку. Никогда в жизни не подумал бы, что скажу это, но я начинаю свой стрим из палатки. Даже можно, наверное, вот так вот сделать. Ребзики, я, когда начал собирать палатку, я подумал, что это совершенно конченая вообще идея. Но сейчас, когда я обжился, надышал, здесь стало тепло, у меня супер теплый спальник, я считаю, что это супер круто. Это вообще прям такой побег от всего городского. Это городской детокс. Ребята, попробуйте как-нибудь выехать с палаткой, вот прям заставить себя. Это супер круто. Вообще, я не знаю, я думаю, что я, конечно, вернусь домой с большим удовольствием, или, вернее, ну, посплю вообще где-нибудь в цивилизованном месте с большим удовольствием, но в этом-то и фишка, наверное, палатки. Перезагружает отлично. Самое главное в ней пережить ночь, потому что сейчас на улице +7, но еще не вечер. Исландия, она настолько разноплановая, она то выглядит как остров Лансероте на Канарах, то как Швейцария, в которой практически убрали весь снег, то как Аризона или Юта, в которой добавили много-много зеленых красок. И все это на одном относительно небольшом острове, кольцевая дорога, по которому это 1500 километров. Вы можете проехать его на обычной легковой машине, можете на микроавтобусе, в котором можно ночевать, можно на кемпере, в котором вообще вам не нужен никакой отель. А можете сделать так, как я, приехать на своей машине, это займет гораздо больше времени, но вы как следует подготовитесь к этой поездке, и вы будете ездить в своей машине, со своими вещами, которые возьмете из дома. И в этом есть особый кайф и шарм. Да, эта дорога занимает гораздо больше времени, да, она требует гораздо больше подготовки, но и удовольствие, которое вы получите, проходя весь этот путь, поверьте, он окупится сторицей. В этих маленьких исландских городах живет несколько десятков тысяч человек. Но они, наверное, еще милее от этого. Архитектура, пейзажи, которые находятся просто в 2 километрах от черты города. Я не знаю, как живут здесь люди, правда. Понимают ли они, что они живут среди такой красоты, или у них уже настолько замылен глаз, что они даже не обращают на это внимания. The Secret Life of Walter Mitty. Yeah, sure. Kaffeehaus is the place where Papa John's was shot. Бородатый меня уволит, если ты срочно не появишься. Сос!
Он занимался здесь, в этом городе. What's the name of this city? It's Boganess. Borganes. Мне кажется, что в этом и есть прикол туризма. В том, что ты можешь приезжать в другие города, где твои чувства не обострены, и ты первый раз видишь красоту, ты видишь ее по-настоящему. Потому что в своем родном городе, где, я уверен, тоже достаточно красоты, ты не замечаешь ее просто потому, что ты ходишь этими улицами каждый божий день. А здесь ты приехал, я останусь здесь еще полчаса, к сожалению, мне нужно ехать. Но каждую секунду сейчас я сижу и наслаждаюсь этой невероятной красотой этого обычного маленького исландского города. What's the population of this city? 1,000? Yeah, 1,800 people. Like less than 2,000 people? Yeah. Слушайте, этот замечательный чувак мне сказал, что в Рейкьявике сегодня вечеринка по случаю Дня города. То есть мне супер везет, и я сегодня еще попаду на день рождения Рейкьявика. В Рейкьявике живет более половины населения страны. Здесь нет высоких домов или широких улиц. Но чем-то этот город цепляет. Я езжу по этому городу, уже вечереет, и Рейкьявик вызывает у меня какую-то легкую лирику. И чувство уважения к людям, которые его строили и которые здесь живут. Я думаю, это не самый простой город, но тем не менее, я не могу сказать, что люди, которые его населяют, несчастны. Скорее, мне кажется, даже наоборот. Самое прикольное, что местные ходят в одних футболках. Как это может быть? Понятия не имею, что этот чувак сказал, но точно знаю одно. Исландский язык за последние 1000 лет не поменялся вообще. То есть современные исландцы могут без проблем прочесть рукописи, которым 1000 лет. А теперь попробуйте сделать то же самое с старославянским. Вряд ли вы что-то поймете. Пройдясь 10 минут по набережной, я понял, что сегодня нормальный обзор города сделать не получится по той причине, что, блин, каждый третий здесь уже под шофе. День города, я думаю, что у них праздников-то особо нет. И я думаю, что сегодня каждый за честь сочтет накатить. Поэтому еще пару часов и тут будут ходить всякие зомби-викинги. Короче, здесь на празднике выступают местные Федюк и LJ. И все подпевают, всех качает прям крепко. Это всегда так смешно. Ты приезжаешь в новую страну, где местные звезды для тебя вообще никто. И ты видишь вот какого-то рыжего чувака качается, ну реально там несколько тысяч человек. Думаешь, что? Что это за хиппи такой вообще с веснушками? Но это местная звезда, ребята. Я такого никогда не видел. Просто никогда. То есть я открываю Booking.com в столице страны, и он мне показывает только одно предложение. Только одно. И это стоит 120 примерно долларов. Это гестхаус. Это сраный гестхаус с рейтингом 6,4 на Booking.com. И там осталось всего 3 комнаты. Охренеть. Я не знаю, что делать, честно. Я ничего не бронировал. Блин, вот это попадало. Хорошо, Полин. Да, давайте созвонимся. Полин, спасибо большое. Короче, это тупо в стиле Орла и Решки сейчас у меня было. Что делается, значит, пишется знакомым, типа, есть ли какие-то знакомые в Рейкьявике, тыры-пыры, в жопе дыры. Короче, я списался со своим другом Денисом, он живет на Тенерифе. Короче, долгая история. Дэн, спасибо тебе большое за контакт. Дэн дал мне контакты Полины, это девушка, которая живет здесь, в Рейкьявике, неподалеку. Мы с ней списывались, периодически я там помогал решать вопросы с камерой. И мы списались сейчас с Полиной, она говорит, слушай, так приезжай ко мне.
переночуешь у меня. Такое, знаете ли, учитывая обстоятельства, очень заманчивое предложение, и мне кажется, что я им воспользуюсь. Ну что, пойдем посмотрим, какие они, исландские квартиры. У меня камера включена. Ничего, привет. Я Полина. Антон, очень Полина. приятно. Привет. Самое прикольное, значит, исландская квартира, в которой достаточно компактная, как бы не предполагается наличие кабинета, но наши люди, вы же знаете, они всегда смогут все разрулить. Это бывшая кладовка, которая превратилась в отличный кабинет. Конечно, ни одна Википедия не даст столько информации, сколько человек, который 13 лет живет здесь, в Исландии, в этой стране. Спасибо этому дому. Поехал к другому. Горячие источники в Исландии на каждом шагу. Но есть здесь еще кое-что более интересное. Да, это настоящая геотермальная река. И я собираюсь в ней сейчас искупаться. Да. Температура воздуха примерно градусов 8-9. Сейчас проверим воду. Офигеть, она горячая. Она реально горячая. Ну, градусов, я думаю, 40. Слушайте, ну это бесплатный геотермальный источник под открытым небом. И что самое главное, так как это река, места здесь хватит тупо всем. Пешком до этого места идти примерно 3 километра или 40 минут. Но что прикольно, исландцы и здесь все облагородили, поставили, ну, такие мобильные раздевалки, специальные стульчики. Несмотря на то, что это место довольно удалено, комфорта здесь на самом деле предостаточно. Это голубая лагуна. Это такие же горячие источники, но уже с бирюзовой водой и баром. В общем, для тех, кто готов раскошелиться. Минимальный билет стартует с 50 евро. Но в этот день я нашел билеты только за 70 и 90 евро. И то только с 11 часов вечера. Желающих приехать сюда просто толпы. И бронировать билеты обязательно нужно за пару дней. Следующая точка — это долина гейзеров. Но снять ее нормально помешал дождь, который лил с самого утра. Ну там какие-то краны на небе открылись, заливает. Я не знаю, как выйти. Ребята, зимой и летом самый главный must-have в Исландии — это дождевик. Ребята, сори за качество съемки. Я снимаю на телефон, потому что льет проливной дождь. Техника вся намокает и... Ну, короче. Я приехал в долину гейзеров. Здесь находится самый активный гейзер на нынешний момент в Исландии. Называется он Строкур. И каждые 5-10 минут он показывается наружу. Здесь есть одно место, я, собственно говоря, сейчас туда еду. Место крушения самолета DC-9 или DC-10. Это старый самолет американский. Я это место видел в некоторых инстаграмах, у некоторых блогеров. Такое не очень туристическое место, туда очень далеко идти, но очень интересное, кинематографичное, на пляже, на черном песке. Ну, короче, очень прям красиво. Думаю, что будет интересно. Ну, вы понимаете, да? Реальность, она вообще другая. То есть ты приезжаешь в какое-то место, думаешь, что оно как бы вообще не попсовое, не туристическое нифига, потому что, ну, как бы его нет там в официальных каких-то туристических маршрутах. Но в итоге огромная парковка, которая забита машинами, люди, просто толпы людей, которые пиликают в одну сторону. Сколько там? 3,5 километра и в другую 3,5 километра. Я не вижу вообще никакого смысла сейчас туда идти, потому что, ну, типа, зачем? Увидеть сотни туристов, которые облепили этот самолет, как будто пассажиры, которые вот сейчас собираются на посадку. Это легкое разочарование.
когда-нибудь видел угольную пыль, тот поймет, вот этот песок очень похож на угольную пыль, просто угольно-черного цвета. Нереально, ну просто нереально. Очень клевое место. Жалко, конечно, что солнца нет и идет дождь, но оно все равно клевое. А вы, если будете в Исландии, обязательно приедете сюда, желательно в хорошую погоду. Вот эти вот языки ледника, ответвления, которые вот как будто разливались по горам, их здесь очень много. И это невероятно живописное зрелище, потому что вокруг совершенно зеленые луга, зеленые горы. И вдруг ты видишь голубой лед, огромные глыбы, которые возвышаются. И фактически это ледяная гора. Неописуемо красиво. То есть все это кратер потухшего вулкана, который доверху, просто с горочкой, заполнен многолетним льдом. Самая большая проблема, что подъехать туда можно на большой машине с большими колесами. На смарте туда не подъедешь. Но есть один способ, как увидеть этот лед очень-очень близко. Ребята, это одно из настоящих чудес света, которые есть в Исландии. Это огромное озеро площадью 18 квадратных километров, которое образовалось из-за того, что ледник, он постепенно тает, вся вода стекается сюда вместе с огромными кусками этого самого ледника. И судя по тому, что ледник продолжит таять, это озеро будет только расширяться. Знаете, что я сейчас понял? Я понял, что к тому пазлу стран, которыми уже обладает Исландия, только что добавилась еще одна. Антарктида. Вся эта лагуна, она живая. То есть постоянно слышны какие-то звуки, какие-то плюхания. То есть у меня было сначала ощущение, что здесь какие-то морские котики плавают. Но на самом деле нет. Это просто айсберги тают. Так, ну а сейчас ответ на вопрос, который волнует любого здравомыслящего человека. Почему у меня в бокале с вискарем лед белый, а здесь он голубой? Дело в том, что так как этот лед очень старый, он очень-очень долго прессовался, и под давлением пузырьки воздуха в нем сжались, они очень маленькие. За счет этого весь этот лед поглощает практически полностью спектр света, кроме синего, и становится вот такого вот цвета. Честно, очень тяжело осознать масштабы этого ледника, и, блин, я такой последний вот какой-то такой трепет перед гигантским творением природы испытывал, наверное, когда видел Большой каньон в Аризоне. Но это несоизмеримо огромное пространство. 10% территории Исландии занимает этот ледник. И толщина льда в нем средняя 400 метров, а максимальная 1000 метров. Километр толщины льда, который намораживался сотнями лет. Мне вот нужно показать вам, наверное, панораму сейчас. То есть, смотрите, все это языки одного и того же ледника. Он идет по весь горизонт. Просто вот насколько видишь горизонт, а вот там за домом тоже ледник. Для того, чтобы оценить масштаб этого чуда природы, нужно было бы запустить мой дрон Гастелло в космос. Потому что только по фотографиям из космоса можно по-настоящему понять, насколько этот ледник огромный.
Короче, сегодня мой последний день в Исландии, завтра уже на паром. Я решил побаловать себя самым дорогим кемпом, ну, во всяком случае, за мое путешествие. И просто посмотрите, какой вид открывается с площадки. Мать честная. Сейчас, секунду. Мать честная. Какая красота, а? Вот сейчас я начал понимать прикол кемпов. Вот реально. Во-первых, это действительно прикольно. Я вчера вот залезал в палатку, прямо так, вау, мой домик. А во-вторых, ты можешь поставить свой домик в любой точке. И когда ты будешь открывать свою палатку, ты будешь так прозревать от вида, что для того, чтобы тебе достичь в гостиницах, в гостиничном эквиваленте, тебе нужно было бы заплатить, ну, $1000 как минимум. А здесь, посмотрите, $20, чуть даже больше. И вот такой видон. Окей, ребята, вы помните, что я обещал сам себе сделать челлендж, который будет заключаться в том, насколько быстро я буду собирать палатку в самом начале моего путешествия и в самом конце. Итак, сейчас все поймем. Напомню, что первый раз я собрал палатку за 20 минут и, по-моему, 15 секунд. Насколько сильно я улучшу свой результат, сейчас и проверим. Погнали! «7 минут 50 секунд». И это я еще замешкался, потому что на самом деле эта площадка, походу, не предназначена для палатки, она для кемпинг-машин. Ну да ладно, черт с ней. Надеюсь, меня не погонят. Я надеюсь, что вы заметили грандиозный рост в плане времени и в плане качества сборки конструкции. Потому что сейчас эта палатка выглядит так, как она должна была выглядеть, а не так, как она у меня выглядела первый раз. Ребята, на самом деле я не профессиональный там туристер. Я палатку вот собирал до этого, до момента, когда я начал снимать видеоблог один раз в жизни. Поэтому сбор палатки, на самом деле, плевое дело, которое можно учиться за пару раз. Так что, если вдруг кого-то из вас там, пугают кемпинги и палатки, не пугайтесь. Этому можно очень быстро научиться, и вы будете, наоборот, получать удовольствие от процесса, как, например, получаю его я. Ну, сейчас уже. Слушайте, я сейчас, когда ехал, я понял, что это одна из самых красивых стран, определенно одна из самых красивых стран, в которых я был. И Исландия — это такой all-in-one package для туриста. То есть все в одном. Как бы Исландия спрашивает тебя, что ты хочешь, старик? Озера хочешь? Пожалуйста, у нас есть озера. Что, океан? Да у нас океана много. Вулканы? Пожалуйста. Ледники? Пожалуйста. Что тебе еще хочется? Леса? Лесов у нас немного, но и леса у нас есть. В общем, если бы здесь были пальмы и было бы жарко, можно было вообще никуда не ездить в мире, в принципе, просто тупо валить все в Исландию, потому что здесь есть все, ну практически все. И в этом смысле Исландия, конечно, поражает. Мне кажется, что хотя бы раз в жизни человек, который путешествует, должен сюда приехать. Нужно к многому готовиться, в первую очередь, конечно же, к ценам, но во всем остальном Исландия полностью оправдывает то, что конкретно я от нее ожидал. Это очень крутая страна, и я думаю, что было бы классно, если бы вы сюда приехали. Круто, правда? Хотите так же? Начинайте путешествовать. Со всеми этими хвалебными одами Исландии я забыл о еще одной вещи. Я забыл сказать спасибо автомобилю, на который приехал. И вот спустя неделю я на том же самом месте. Только теперь уже я уезжаю, и я не забыл, что в эту страну я именно приехал. Ну, то есть приплыл, но до этого же я ехал. И я проехал уже более 5000 километров на маленьком автомобильчике. И когда люди на таможне, например, слышали, что я еду на смарте в Исландию, они крутили пальцем в виска, смеялись и говорили: чувак, ну камон. Но тем не менее, я не просто приехал в эту страну, я и проехал ее полностью всю по окружности, по радиусу. Сделал это без единой запаски на этой машине, и она не дала ни одного сбоя. Поэтому, если я смог на своем маленьком кабриолете сделать это, то и вы на своих седанах, или еще круче, если на джипах, сделайте это легко. И еще одна немаловажная деталь, о которой я забыл упомянуть, но, наверное, уже пора.
Если вы едете в Исландию на машине, у вас открывается еще одна опция. Заехать на Фарерские острова, которые находятся здесь поблизости. Собственно говоря, этим я и собираюсь сейчас заняться. Но об этом я расскажу в следующей серии. А вам спасибо, до встречи и приезжайте в Исландию. Невозможно красивая страна. Невозможно просто.